Итак, всем доброго раннего утра. Старый еврей продолжает учить вас, как жить в достатке. Кто бы что ни говорил, опять же, все крутится вокруг денег и имущества, поскольку мир материален. Как говорится, лучше уж утонуть в шелках и в мехах с бриллиантами, чем в долгах. Так что давайте-ка утонем в шелках и в мехах. Заговоров и ритуалов на деньги и достаток лишним не бывает. Но есть одно но. Чтобы получить помощь сил, недостаточно только читать заговоры и ритуалы исполнять. Нужно иметь четкую цель. Нужно отдать энергии, временем, стараниями, чтобы получить деньгами. То есть нужно чем-то заниматься. С воздуха деньги не упадут. Да, сделайте ритуал на скидки, будут скидки. Сделайте на подарки, будут подарки. Но это на один раз. Сделали, получили. Но если вы хотите обеспечить свое благополучие, вы должны иметь четкую цель, работать, стремиться, стараться. И тогда Вселенная вам даст то, что вы хотите получить. Итак, этот заговор, он тем замечателен, что тут особо ничего делать не нужно. Только из кошелька нужно доставать деньги и, проводя рукой по деньгам, читать этот заговор. Для кого этот заговор в основном? В принципе, он подходит всем людям, которые на себя работают. Да даже тем, у которых ставка, которые на государственной службе. Это со временем поможет карьерному росту, чтобы вы заработали много, больше, потому что деньги должны липнуть к рукам. Это поможет врачам, у которых от приема зависит плата. Это поможет тем, кто продает на рынке. Это поможет тем, кто сайты создает, кто работает по интернету, кто отправляет товар по интернету и прочее. То есть тем, кто хочет постепенно или быстро привлечь деньги в свою жизнь. Если вы продаете что-либо, в день несколько раз проводя этот ритуал, в течение месяца, вы заметите, что на том же рынке или в магазинах, где вы продаете, и где ваша зарплата зависит от процента, или тем более, если вы на себя работаете, вы заметите, что тот же самый товар у других не покупают, а к вам приходят. И если кто-то заходит, обязательно что-нибудь берет и выходит. Даже если у вас полмагазина пустое. Иногда люди, которые занимаются торговлей, естественно, у них есть свои секреты, они очень суеверны, очень переживают, очень верят в приметы, и это правильно, потому что от всего зависит твой денежный достаток. Люди всегда боялись нищеты, всегда боялись банкротства, всегда боялись денежного краха, потому что от этого зависела жизнь, здоровье, благополучие их детей, зависело то, как они смогут содержать свою семью, свой дом. Постоянный источник денег, стабильность – это самое то, что нужно человеку. Только это дает ему надежность, веру в завтрашний день, и только это помогает ему не бояться остаться ни с чем. И вот ради этого люди старались, много лет работали, тратили всего себя для того, чтобы свою зрелость или чтобы молодость своих детей хотя бы, да, провести без потрясений, чтобы иметь почву под ногами. Итак, денежная энергия, она требует подпитки постоянной, поэтому денежные работы нужно проводить часто. Второй момент. Нужно проводить различные
работы. Для того, чтобы один из них сработал на вас. Может, они все сработают, но у человека совпадение с энергией. С определенным заговором совпадает энергия, с другим нет. Как бы этот заговор не нравился, он у вас может не сработать. Временами, когда чувствуете, что заговоры устали, то есть духи, которых вы призываете, устали, дайте им время наполниться силой, перейдите на другие заговоры. Потом снова туда же. Это как сажать одну часть сада, огорода постоянно, каждый год, и земля устает. Поэтому крестьяне иногда оставляли одну часть огорода на 1 год для того, чтобы земля наполнилась силой. И следующий год начинали сажать. Вот делайте то же самое. Итак, что нужно для этого ритуала? Для данного ритуала вам нужно вытащить кошелек каждый раз, разложить деньги и, значит, проносить рукой. Пока вы читаете, читать нужно по 3 раза. Вот так. Потому что деньги должны липнуть к рукам. Так и называется: липни деньга к рукам. Вот так делаете, такие движения наподобие, как я делаю. Собрали деньги обратно в кошелек. Вы знаете, обычно бывает, что люди, которые давно делают мои ритуалы, например, они провели один раз, начитали заговор, звонок, заказ. Вот они продали, оформили, отправили. Или курьера отправили, или просто оформили заказ, да, взяли предоплату или вообще оформили. Обрадовались. Еще раз читают, снова звонок, снова читают. Так делали, например, девочки, которые работают там парикмахерами, и одна эти ногтями занимается, сейчас не помню, как называется. Вот им нужно было записать весь график, им нужно было полностью занять себя всю неделю. Как-то все тихо. И вот она мне говорит: я читаю, звонок, записала. Снова звонок. Вот сколько раз она в день прочитала, столько звонков. И она сказала: я уже так устала, больше не стала читать. Представьте, такое есть. Люди начитывают, у них появляется такая клиентская база, у них появляется столько народу, у них появляется столько, то есть просителей, там, покупателей и так далее, что они иногда временами дают себе отдых. Поскольку настолько много людей, что они могут себе позволить даже отказать. В то время как раньше вообще переживали, боялись остаться без клиентов. Вот в чем прелесть ритуалов на деньги, что у тебя абсолютно исчезает страх перед нищетой. Абсолютно исчезает страх перед безденежьем, перед тем, что ты не сможешь заплатить за квартиру, еще за что-то. Тем более, если люди снимают квартиру, тем более, да, им не просто и нелегко. Они все время переживают, боятся, думают, осилю или нет. Впрочем, это понятное дело, потому что все так начинали, снимая чужие квартиры, и им приходилось думать, как бы сделать так, рассчитать свои финансы, чтобы суметь оплатить, и не пришлось просить там отсрочки и прочее. Итак, я сейчас не буду показывать это движение, я вам показала, вы, в принципе, поняли, да, основной принцип этого заговора, этой работы. Я просто буду читать. А вы следуйте той инструкции, которую я, естественно, вам дала. Итак, начнем. Пойду я к золотой реке, к алмазным берегам, к золотым волнам, небом покроюсь, зарею подпояшусь, руном золотым облекусь и встану у берега золотой реки. По мосту изумрудному идут ко мне навстречу 3 купца. Один богат, второй очень богат, третий сказочно богат. О, купцы богатые, попросите за меня денежного бога, пусть он мне
деньги дарует, денег дарует много. Купцы хором крикнули: отныне от нас деньга отрывается, и к тебе, ваше имя, например, и к тебе, Инга, прилепляется. Купцы благословили, мне силу подарили, деньги тянуть к себе, богатеть да богатеть. Ой ты, деньга, от купцов отлепни и ко мне прилипни. Липни кругам, деньга, липни, ключ, замок, язык. Немного устала, чувствуется, но ничего страшного. Главное, чтобы вы суть поняли и правильно сделали. Пойду я к золотой реке, к алмазным берегам, к золотым волнам, небом покроюсь, зарею подпояшусь, руном золотым облекусь и встану у берега золотой реки. По мосту изумрудному идут ко мне навстречу 3 купца. Один богат, второй очень богат, третий сказочно богат. О, купцы богатые, попросите за меня денежного бога. Пусть он мне денег дарует много. Купцы хором крикнули: отныне от нас деньга отрывается, и к тебе, Инга, прилепляется. Купцы благословили, мне силу подарили, деньги тянуть к себе, богатеть да богатеть. Ой ты, деньга, от купцов отлипни и ко мне прилипни. Липни к рукам деньга, липни, ключ, замок, язык. Пойду я к золотой реке, к алмазным берегам, к золотым волнам, небом покроюсь, зарею подпояшусь, руном золотым облекусь. И встану у берега золотой реки. По мосту изумрудному идут ко мне навстречу 3 купца. Один богат, второй очень богат, третий сказочно богат. О, купцы богатые, попросите за меня денежного бога. Пусть он мне денег дарует много. Купцы хором крикнули: отныне от нас деньга отрывается, и к тебе, Инга, прилепляется. Купцы благословили, мне силу подарили, деньги тянуть к себе, богатеть да богатеть. Ой ты, деньга, от купцов отлипни и ко мне прилипни. Липни к рукам деньга, липни, ключ, замок, язык. Проведите, и вы увидите, насколько это мощная работа. И результат вас приятно удивит, как, впрочем, и все результаты. Всем удачи!